Всем привет! Меня зовут Верисали и со мной рейдить легко. Сегодня поговорим о новой активности в Mists of Pandaria Classic – протоколы небожителей. Это что-то вроде героических подземелий, но с бонусами, новыми механиками и валютой. Погнали разбираться! Протоколы небожителей – это новый дополнительный игровой режим. Вы можете войти только с помощью автоматизированного инструмента поиска групп. И для постановки в очередь требуется минимальный уровень предметов 435, как и для героических подземелий. При входе в протоколы игроков встретят 4 НПС – Цапля, Як, Кошка и Дракон. Разговор с любым из них позволяет игроку попросить их о помощи, предоставляя игроку уникальные силы, основанные на том, с каким НПС он взаимодействовал. Также у вас в сумке появится колечко, если вдруг вы захотите поменять свой баф. Цапля. Благословение Чи-Дзы для хила. Повышает интеллект и выносливость на 10%, а также дает 50% к скорости передвижения и восполняет и дамажит по 30 тысяч. Як. Благословение Нюцзяо для танка. Увеличивает выносливость на 20%, силу, ловкость и интеллект на 10%. Дает суммирующийся эффект при уклонении, парировании или блоке. Тигр. Благословение Сюэнь для миликов увеличивает силу и ловкость на 15%, а также заряд молнии, который наносит 10 тысяч урона ближайшим противникам. Ну, баф для настоящих тигров. Дракон. Благословение Юй Лун для истинных ПВЕ драконов РДД. Повышает интеллект на 15%, выносливость на 5%. Дает поджигание цели при уроне. Эффект суммируется до 5 раз. В этих протоколах будет падать новая валюта – фрагмент Камня Небожителей, которую можно тратить на экипировку для своих персонажей. Дроп камней. С каждого босса в инсте по 2 фрагмента, и если убили всех боссов, то с ласта еще дополнительно 3. За прохождение первого подземелья в день плюс 4 фрагмента. За каждое после первого прохождения еще плюс 2 фрагмента. И за дейлик плюс 3 фрагмента. Существует меняющееся ежедневное задание протокол небожителей, которое можно взять у мастеров испытаний Сунга за Альянс или Вули для Орды в вечно цветущем доле. В начале патча у нас будет лимит на фрагменты Камня Небожителей. Сейчас он составляет 45 камней на бете. Возможно, Blizzard изменит его количество на старте. С выходом каждого нового рейда лимит будет увеличиваться. Новую валюту можно использовать для покупки предметов у нового НПС – аватара августейших небожителей. В новых протоколах также можно заработать и новые достижения – герой подземелья Пандарии небожителей. Внутри инстов новые механики, позаимствованные из рейдов, то есть вы будете тренироваться в реальных рейдовых обилках, не заходя в сам рейд. Комментарии разработчиков. Помимо добавления интересных механик и сложностей в каждое подземелье, мы также намерены дать новым игрокам возможность испытать некоторые из механик боссов текущего уровня рейдов, до того, как они войдут в рейд. Легендарка? Легко. В последних боссах с протоколов может выпасть печать власти и мудрости, нужная для легендарного плаща. Дроп не 100%, но это все равно огромный буст в прогрессе. Blizzard упростили получение легендарного плаща и дали возможность собирать печати власти и печати мудрости в новых протоколах. Эти печати падают с последнего босса в подземелье. Чтобы немного подражать тому, как изначально был выпущен контент ЛФР в актуальное время, Blizzard решили, что протоколы небожителей станут доступны через 2 недели после выхода подземелья Могушан. Также будет и со следующими рейдами и добавлением предметов к НПС аватара августейших. То есть через каждые 2 недели после выхода нового рейда будет обновляться список предметов у вендора и повышаться кап камней. После выхода подземелья Могушан первого рейда можно будет купить все небесные предметы из подземелья Могушан уровня ЛФР, сумка небесной удачи, содержащая несколько малых амулетов удачи и шанс получить неизданных ездовых животных из оригинального дополнения Mists of Pandaria. Эти амулеты удачи нужны для дополнительного броска, об этом будет подробнее в другом видео.
а также очки доблести и справедливости. После выхода сердца страха новые предметы не будут добавлены к торговцу или в дроп с лостов в течение 2 недель после выхода этого рейда. По истечении 2 недель предметы, которые можно будет купить, включают Т-14 нагрудник и ноги, все небесные вещи сердца стража, включая боенаручи, которые мы сможем продать на аукционе. После выхода терраса Вечной Весны новые предметы не будут добавлены к торговцу или в подземелье в течение 2 недель после выхода этого рейда. По истечении 2 недель предметы, которые мы сможем купить, включают Т-14 наплечники, шлем и перчатки и все небесные предметы с террасы Вечной Песни. Когда протоколы небожителей НПС будут обновлены, игроки смогут приобрести привязанную к учетной записи сумку с каменными фрагментами. Стоимость сумки 10 фрагментов камня небожителей. Вы можете скинуть ее своему альту, открыть, и она даст вам 10 таких же камней. Это позволит игрокам проходить протоколы одним персонажем, одновременно занимаясь фармом для другого, или использовать этого персонажа для покупки предметов трансмогрификации для своей учетной записи, которые другой персонаж не может купить у торговца. Это также позволит игрокам передавать фрагменты камня небожителей своим альтам, которые затем смогут открывать их за валюту и тратить на малые талисманы удачи, предоставляя игрокам возможность получить эту валюту для своих альтов. Как уже сообщалось ранее, Blizzard уменьшили количество малых амулетов удачи, необходимых для 3 старших амулетов удачи, до 50. Ранее было 90. И напоследок, протоколы — это не просто фарм инстов, это подготовка к рейду, это доступ к легендарке и новым механикам, которые реально прокачивают ваш скилл. И если было полезно, ставь лайк, пиши в комментариях, что думаешь по поводу протоколов. И, конечно же, не забудь подписаться. С вами была Верисали, и со мной рейдить легко.